Итак, хорошие мои, я вас всех приветствую. Кто присоединяется, напишите, пожалуйста, по поводу качества видео и звука. Всем добрый вечер. Девочки, сейчас быстренько, очень быстренько хочу посмотреть буквально здесь какое-то решение было принято вами после того, как вы услышали что-то от большого количества людей. Возможно, сверяли информацию. Значит так, буквально коротко, да, в конце, так сказать, сегодняшнего дня, новолуния, как прошли ваши ритуалы, но в основном посмотрим, что вернули недоброжелателям. Я думаю, что у всех они прошли просто замечательно. Итак, один вариант общий. Понеслась. Так. Ну что здесь? Магия победы, ребятки. Магия победы. Вы себе уверенность вернули. Здесь, возможно, влияние на вас производились во время Литы. Давайте я вам вот так буду ложить. Во время праздника Литы. Вот это вот вы себе все вернули. Здесь у вас снимаются разделения. Вопрос 28 дней. Не знаю, для кого-то это актуально. Была какая-то закольцовка. 28. Именно дней. Отпишитесь, у кого что насчет этих 28 дней. Так. Вам какую-то ловушку выставляли. Особенно на 6-7 чакру. Счастье, веселье, радость перебивали вам. Вы это все вернули обратно. Здесь вам какие-то новости, послания будут приходить. Советы от предков рода насчет вашей защиты. Ваши усилия вознаградятся. Ожидайте, скоро будет общение с людьми. И смотрите, ребята, это что-то с чем-то. 8, 28, 38. Здесь прям по закольцовкам вас накидывали, понимаете? Чтобы у вас циклично творилась вот эта белиберда. 4 стихии вам в помощь. Еще что-то касается знаков. В каком вопросе знаки, да? Когда на небо смотрите, кто-то или изучал, либо кто-то из вас видел какое-то созвездие. Вот мельком. Вот вам как-то прочитать бы за него. Вы его не просто так увидели на днях. Либо просто обратили внимание, либо название услышали. Я не знаю. Как прошли ритуалы? Хорошо, у вас сила голоса отличная. Визуал, ментал, астрал отличный. Девочки, отлично прошли ваши ритуалы. И мальчики тоже. Кто делал себе амулеты, талисманы, чистки проводил, себе дороги открывал, финансовый канал. Желанный результат будет у вас в кармане. Магия сработала. Препятствия ваши пройдены. Так, давайте теперь посмотрим, что возвращалось вашим недругам. Здесь хотели вами управлять. Хотели, чтобы вы шли против себя, против своей сути. И делали то, что вам не свойственно, то, что вам не нравится. Влияние через огонь было. Здесь прям, вот, понимаете, целеустремленно вас хотели истребить. Именно в каком плане? Как личность. Как единицу, да, которая имеет право на свободу воли.
Здесь порабощение. И вот, смотрите, коль там были практики, ведающие люди и тому подобное, вот Мабон вам в помощь. Лита и Мабон – основные моменты, которые задействованы в этих вопросах. Кто не в курсе, 19-23 июня, 22-23 сентября. Вот эти даты и между ними что происходило. Здесь все вот эти вот сглазы, которые были на вас отправлены, вернулись с депрессиями, неврозами вашим недоброжелателям. Они немножечко недопоняли, чего сами хотели от этой жизни, понимаете? И их, видимо, желания начали сбываться. Но они... Такое впечатление, что не почитали между строк, либо в договоре мелким шрифтом, что было писано. Так, что отправляется? Ой, здесь через погост, ребята. Кто из вас работал на погосте, сегодня я вас поздравляю. Нормально так отшвырнули ребяткам. По их защитам, по их фамильярам ударило они полностью, ребята, от слова совсем. Защит нет, духов-помощников нет, фамильяров нет. Вот это тот неловкий момент, когда надо, ну, поддобавить. Ну, чисто по-братски, знаете, так. Кто практик, я думаю, вы меня поймете. То есть вы, не вы, точнее, давайте, да, будем честны, эти энергии, которые через вас проходили, вы вздернули все абсолютно. Вот понимаете, как корова слезала. Ух ты! Девочки, кто на кладбище не работал на погосте, мы прекрасно знаем, что с этими практики определенные понимают, что с этим можно поработать и не находясь на погосте, да? Я думаю, все как бы в курсе. Кстати, знаете, что вы сегодня могли наблюдать? Как будто бы вот сбоку от вас, боковым зрением, знаете, такие как будто яркие вспышки. И в первое время вам может казаться, что это там посмотрела долго на экран телефона, знаете, и блики такие, да, идут. Нет, это не блики. Это вот и было, да, отзеркаливание. То есть имейте в виду. Здесь люди уходят на покой. Коль на вас практики нападали, все, рот от них отвернут. И не только рот. Они уходят на покой. Хотели... Здесь подчин был, девочки. Здесь подчин. Возможно, что-то заговаривалось на питье вам. А вы знаете, за их вот этой любятинской магией уже давно и за их ритуалами следил Великий Дух, тот же Абсолют, тот же Всевышний. Вы, кстати, некоторое пророчество об этом получали. Полынь липа вам в помощь, если кто еще будет работать. Вот, в ближайшие дни, мать и мачеха. Но знаете как, мне здесь идет такой момент, еще не все вы знаете, вы не готовы получить ответ. Что-то еще будет скрываться со временем пока что для вас. И, короче говоря, следили за ними, следили. И, видимо, вот этим нарциссом... Ой, здесь, кстати, вашим недоброжелателям кому-то может выстрелить опухолями. Опухолями, да. Злокачественное, доброкачественное, это уже вопрос 30-й. Но такое возможно. Может вообще просто опух человек. А опухнуть можно из-за разных ситуаций. Если попадаешь неудачно в аварию, то ты долго будешь опухший лежать.
Ну, коль останешься в живых. Сами понимаете, бывает и такое. Так что здесь отлично. Здесь просто отлично. Так, что еще отправили? Здесь темные из их рода ставили их на выбор, дело в том, что... Мол, воспользуешься ли ты шансом, либо пойдешь на поводу своих страстей. Но судя по тому, что им отлетело, как вы прочистились, я думаю, что ребята пошли на поводу. Однозначно. Да, Оксана, полынь замечательно работает. Попробуйте ее с липой и мать и мачеха. Вы просто обалдеете от результата. Если работали, знаете. Знаете, здесь люди не умеют радоваться за других. Им предлагался выбор. Давай так, либо ты воздействуешь на кого-то, да, то есть, опять же таки, пытаешься прогнуть чью-то волю и пространство. Еще мне идет опять полынь. Что-то с ней связано, девочки. Почитайте, повторите, добавьте. Либо же ты давай как бы, ну, занимайся своей чисткой, то есть своими трансформациями, не обязательно здесь чистками. Давай-ка работай над собой, слушай, да, меняй свои энергии, двигайся вообще с мертвой точки. Здесь ваш недоброжелатель застрял в своем развитии. Здесь человек просто не развивается никуда, вот от слова совсем. Понимаете, здесь бы покомфортнее, поудобнее, да так, чтобы прислуживали, да так, чтобы все исполняли то, что мне хочется. Не, ну смотрите, недоброжелатель был предупрежден, он прекрасно знает, где истина. То есть, если вы спрашиваете, знает ли он, что за вас ему отстегивают, да, он в курсе. Еще и как в курсе. Ну, то есть, здесь осознанно человек шел и делал. Да, зверобой тоже замечательная трава. Так, кто вам там рунами на страхе, на боль, на то, чтобы вы с окружением не в ладах были, чтобы к вам люди не шли, не общались, новых договоров не было. Вот это все им в это новолуние обратно пошло. Девочки, кто из вас работал вольтовой магией отличненько? Очень хорошо. То есть добавили им, знаете, таких сюрпризов. И смотрите, здесь была группа душ созданий, духов энергии, которые помогали не только из рода этому человеку, все. Понимаете, он мог быть одиночкой, но состоять в ковине этих энергий, то есть вокруг него и вертелось, поняли, да? Мог с кем-то работать. Если кто с кем-то работал, все, эта группировка, она распалась. И здесь у людей некоторые моменты с пониманием мироустройства, событий вокруг. Здесь такое впечатление, что сами боги поработали над ними. И еще вопрос 12 месяцев, 1 год. То есть, возможно, за 1 год какой-то оборот. А что за оборот? Смотрите, за это время у людей будет либо вообще сходить полностью на нет. У некоторых ваших недоброжелателей может еще зазор 12 месяцев быть. То есть они начнут терять слух, терять речь, то есть мыслеформы не работают, яснослышания нет, и сила голоса, то есть, отсутствует напрочь. Соответственно, никакие заклинания они не пойдут.
Они попали в собственную ловушку. Эти люди теперь будут проходить уроки. Вот, понимаете, здесь их будут подчинять. Если уж в корень закостеневший какой-то маг-практик трудился, да, по вам, ну вот нет у человека там ни детей, ни жены, ну это одиночка он, да, я не знаю, там в горах, не в горах сидит, не суть важно. Здесь высшие силы через определенную ловушку найдут то, что он любит. И вот там вот и будут лупить, пробивать и добивать. Здесь не важно, какой человек, что, как. Здесь будут для кого-то через любимых людей для начала, ну а потом уже и займутся внутрянкой, короче, поняли? Здесь прям выворачивать будут человека. Будут учить любить. О, как. По нему шабаш будет работать. Причем шабаш не тот, возможно, я опять же таки, допустим, там маг-практик, допустим, у него приличная дурь была, но тут не факт, и тем не менее, как пример. И он такой, ну, да не вопрос, не первый раз с шабашем встречаемся, мол, порешаем, знаем как. Бывали, плавали, знаем, да. Так вот, здесь шабаш не физических людей, да, созданий тел. Нет, здесь шабаш других энергий. И некоторым вообще, ну, туда лезть не надо. Вот кто, ну, ловит поток, вы поймете, вы знаете, что это за шабаш будет по таким душам. И на Йоль здесь будет сюрприз. Для некоторых здесь может быть сюрприз через кровоизлияние мозга. В дороге еще интересно. Вот так-то. А что там с дорогами? Мир мертвых их на перерождение отпускает и через огонь. Девочки, здесь реально для кого-то смерть будет проигрываться из ваших недоброжелателей. Ну, четко и конкретно. Мир мертвых, котел и огонь. Здесь, вот знаете, перерождение души, очищение, перерождение, переосмысление для роста. То есть получается, что в физическом теле, в нынешнем воплощении человек уже все исчерпал свои запасы, исчерпал предупреждение от Всевышнего, от Абсолюта, от того, в кого он там верит, да неважно. Даже если не верит. Даже если этот человек атеист, да, пусть он верит в себя. Все, он исчерпал запасы Вселенной. И, видимо, пришло время его учить другими методами. А человек очень неуверенный в себе будет уходить из жизни. Здесь страх того, что ему покажут. Здесь к нему выйдет определенная сила. Выйдет определенный бог. Для кого-то здесь тот, с кем сотрудничал он. Здесь душа будет просто, ну, в полном... Ну, это страх, это паника. И бежать-то некуда, понимаете? Никуда не убежишь. Это тебе не физический мир. Хоп-хей, ла-ла-лей, да. Билет на самолет, и ты уже в Стамбуле. Нет. Нет. И человек это знает, человек через сны, через мир духов будет предупрежден о том, что его ожидает. Здесь, знаете, ожидание смерти хуже самой смерти. Здесь, понимаете, девочки, вот серьезно, я вот сейчас просматриваю по энергиям, здесь конкретно, я не думала, что сегодня так оракул теней выстрелит. Потому что буквально там за несколько минут до прямого эфира я чисто для себя кое-что подсмотрела. Дежавю сегодня было определенное, которое мне было показано, наверное, года 3 назад.
И у меня вообще, знаете, такой лайтовый вариант вышел вообще. А здесь прям трэш да угар. На прямой эфир идет. Если есть вариант, когда я говорю, что может человека положат на коечку подумать, да, допустим, в обездвижечку, на месяцев там 18, 6, каждого по-разному, то если оно идет, я озвучиваю, здесь не идет. Здесь реально все, человек не может никак расти дальше, все, он уперся в свои заморочки, в свою магию, в свою гордыню, в свое вот это вот, знаете, я с помощью магии могу поработить волю любого человека, и все будет по-моему, типа, я тут боженька. Ну, это так, если коротко, да, ну, смысл вы понимаете. Человек будет пытаться просмотреть еще что-то, но здесь ясновидение закрывают. Человек не умеет открываться новым энергиям. Человек, вот ваш недоброжелатель, кто у вас сейчас вот всплывает во время расклада, вот это эти люди, понимаете, в той или иной мере. Не обязательно, что все они умрут. Кто-то умрет. Допустим, часть в нем умрет, да, за счет того, что его там оставит любимый человек, или уйдет, или тоже покинет, или другие какие-то моменты. А кто-то вот уйдет официально физически, понимаете? Потому что здесь человек не может в физическом своем теле, в этом воплощении, ну, осознать новые энергии мира. Он не соответствует и не собирается соответствовать, еще пытается влезть в 5D, но по правилам жития 3D мира. Это, ну, нереально осуществить. Это, знаете, это как вот... зайцем через шасси самолета пролететь. Мне почему-то фильм «Пятый элемент» идет. Помните, там что-то типа такого вот было, когда кто-то пролазил. Что-то вспомнился этот фильм мне. Вот, ну, короче, вот так вот кто-то хочет, понимаете, попасть в новый мир на халявку, прокатиться. А нет, абсолютно наблюдают за этим человеком. Понимаете, здесь человек кому-то что-то не, ну, так и не смог простить и озлобился, и плюс еще дар, либо если не дар, то полез в эту магию, и вот как-то так. Да, здесь реально человек что-то изучал. Типа возомнил себя потомственным магом. А сам в жертву людей приносил и сам в итоге стал этой жертвой. Девочки, я не исключаю, что кто-то мог быть и потомственным магом. Но уже это не актуально ни для этого человека, ни для его родовой системы. Если здесь реально какой-то маг такой, знаете, серьезный был, значит, на момент того, когда он встретился с вами, человек набрал уже очень много кредитов и долгов, и вы были просто как последняя капля для проверки на вшивость. Это кармические моменты. Он не прошел свою карму, не закрыл урок. Ему были даны эти силы, видимо, для того, чтобы он исцелял души. Да, помогал. Еще мне, знаете, вот смотрите, 3, 13, 30. В эти года у этого человека что-то могло происходить. Но в тридцатник что-то этот человек сделал, и все. Ловушка была захлопнута. Его освобождают от его сил. И знаете, что бы я здесь хотела сказать? Здесь как вариант, если ваш недоброжелатель мужчина, его отправят в следующее воплощение в теле женщины. И знаете, в чем будет наказание?
Вот почему урок на любовь мне показывали. Знаете, если этот человек никем и ничем не дорожил при этой жизни, вот ну насрано, кроме себя, на все и всех. И его в следующей жизни отправят в воплощение следующее, да, в теле женщины. И он будет скитаться и всю жизнь искать того, кто же его полюбит. Он должен будет отдать ту любовь, которую не додавал вам, либо другим из своего окружения, своим детям, если он их оставил, как пример. Понимаете? Знаете, что самое страшное? Что он не будет помнить за что. А когда вспомнит, может и вспомнит, глядя через сколько лет он там, да, воплотится. И здесь еще знаете, в чем момент? Возможно, в следующей жизни 40 лет. 40 лет, 40 дней, не знаю я. Возможно, в следующей жизни 40 лет может быть одиноким. Ну, вот такая будет судьба у барышни. Этого человека будут учить тому, что такое есть любовь. Только истинная любовь. Вот так-то. Либо же здесь еще как вариант, знаете, что может проходить? Ну, это лайт-версия, но тем не менее, я ее озвучу. Здесь человек может потерять, ну, давайте так. Кто-то лучшую подругу, ваш недоброжелатель, потеряет, которая была как сестра, как брат, допустим, да. Кто-то потеряет мать, кто-то сестру. Может и такое проходить. Кто-то дочь потерять может. Вторую. Почему и так идет, я не знаю. Но второй ребенок как будто был творением и ключом к чему-то. Красивая, душа красивая. И эта душа могла очень классно исцелять вашего недоброжелателя. И заберут это, если для кого это актуально. Еще такое идет. Так что вот такой вот расклад, девочки и мальчики. Интересный получился недоброжелателю, что вернулось. Понимаете, здесь больше мне проходит... Ваш путь — это ваш путь. Здесь мне показывают, знаете, человек наделал очень много гадости. Вот. Но здесь, мне кажется, девочки, здесь, ну, не знаю, смотрите сами, с кем резонирует. Но здесь человек, который воротил, понимаете, и магией, и абьюзом, и ложь, обман в бизнесе, в любви, в отношениях, в дружбе, везде, понимаете, везде, всегда и со всеми. Либо же здесь практик, маг, который такой, знаете, матерый уже. И вам, ему вас заказывали. Ну вот смотрите, выпадает карта отомщения. Ребят, здесь отомщение идет. Здесь, смотрите, помощь, приворот за то, что кому-то помог в приворотах. Кто просил у него, он привороты он делал. Вот так-то. И знаете, вот, ну, Таро веретника здесь даже... Не буду я дальше раскладывать. Здесь реально
все четко, конкретно и понятно. Видите, ну, здесь практик, который по вам трудился, возможно, несколько месяцев. Вот. По поводу, а ну-ка давайте, если сейчас. А тот, кто заказывал у него вас, ему что? Ну, во-первых, вот человек всегда будет в треугольниках. Это за его подлость, и он об этом будет знать. Он будет знать, за что он получает по голове. Он, кстати, очень боится расплаты. Да, за свои договора он заключил договор. Здесь придет высший суд по его душу. Здесь была проверка на его искушение, он не прошел. Власти очень хотел, и поэтому принял решение возвыситься над вами, забрать ваш ресурс, ваши блага, ваши деньги, ваши финансы, вашу фортуну, вашу семью, если она у вас есть, а это ваш бывший, допустим, бывшая, либо, да неважно, кто здесь может проходить. Здесь человек забирал ваши, понимаете, вот оно жило, не тужило, вас что-то вспомнило, оглянулось, а вы там, ну, практиком стали. Вот и ему надо быть практиком, понимаете, вы свой бизнес открыли, ему надо точно такой же бизнес открыть. Вы там сделали, я не знаю, там ирокез себе, блядь, на спине из конской гривы. Ну вот захотелось вам, понимаете? Вот, ну вы нарастили на спине себе конские волосы. Он обязательно побежит и эту херню будет делать для себя. Вот, ну, чтобы вы поняли, что это за персонаж. Так вот здесь человек, где бы ни находился, с кем бы ни общался, бизнес, любовь, секс. Если будут дети, хотя не факт, ну, не буду трогать эту тему, но таким уже не дадут. Здесь не каждому из адекватных и прорабатывающих себя уже этих детей сейчас дают. Что говорить о вот этих вот ничтожествах? Хотя все может быть. Так вот, неважно какая сфера, он всегда будет везде третьим лишним, понимаете? Всегда третий лишний, всегда, везде, на постоянной основе, до скончания своих дней. И знаете, что здесь самое веселое? Каждый раз, когда его будут предавать, он будет вспоминать о том, что это ему прилетело за то, что он рыпнулся в вашу сторону. Я вас поздравляю. Кто вкалывал, над собой пахал, кто трудился, себя вытаскивал, поднимал и по кодексу живет, работает, думает, дышит. И что такое по кодексу? Ребята, это не из области «Ой, я белый пушистый кролик». По кодексу это когда вы счастливы. Это когда вы при этом не причиняете вреда другому живому существу, ну и счастливы сами при этом. И делаете то, к чему у вас лежит сердце. Вот так-то. Хотя есть маленькие отступления, кто работает с тьмой. Думаю, те меня поймут. Бывает всякое. Но суть основную, думаю, вы услышали. Напишите мне, пожалуйста, как у вас вообще расклад. На какие мысли вас наталкивает. Интересное новолуние. Довольно-таки интересное. Татьяна, я, честно сказать, вам не знаю, ваша ли это мама. Все может быть. Да, девочки, если надо, пересматривайте, потому что бывает такое, не с первого захода ловишь. То есть, знаешь, как вот перечитывали, думаю, карта погоста тоже. А что здесь с погостом? Ой, ребята, я вас поздравляю, у вас отличнейшие договора. Просто отличные. Здесь, знаете, как со сказкой «Маленький принц».
Сколько бы ты ее не перечитывал, в зависимости от возраста, в котором ты ее будешь читать, ты будешь видеть ее по новой. Также бывает и с некоторыми раскладами. Татьяна, ну, коль все три подходят ваших недруга под эти описания, радуйтесь, -3. Отлично. Ну, значит, идем по потоку, девочки и мальчики. Марана, я об этом постоянно говорила. Зеркала зеркалами, но есть всему предел. Коль человек проходит свое обучение, там уже не, ну, проработка и осознание вот этой зеркалки – это только начальный уровень. А если эти недруги, ну, дальше вползают в твою жизнь, ломятся, хотя им там делать нечего, это уже следующий урок. Бывают промежуточные и конечный результат. Вот здесь, понимаете, недоброжелатели в курсе, и я вам хочу сказать, здесь много чего сошлось. И та эпоха, в которой мы живем, и то, как они поступали к вам, как они жили свою жизнь, и какие сейчас энергии на планету Земля пришли, понимаете? Вот, но в это время живут именно те души, которые должны здесь жить и находиться. И время на самом деле удивительное. Поэтому, или потому. Тут просто много каких факторов сошлось. Потому что вот то, что здесь сегодня мне показали, это очень глобально запускаются сейчас эти энергии. И почему к июлю это все разрешится в большинстве случаев, в декабре этого года? Ну, потому что июль это мощный портал. А для чего, для кого, говорить я не буду. Да, колесо года, каждый праздник, да, это своеобразный портал тоже, но июль в последние года набрал очень большие обороты. Прям вот знаете, ну, делит жизни на до и после. Так что вот так. Здесь, понимаете, здесь не то, что ломились, здесь люди подавляли вашу волю, и не только вашу, мне так кажется, для достижения своих целей. Поэтому кто на что учился, это называется теперь. Вот так вот. Итак, хорошие мои, я с вами буду на сегодня завершать. И буквально вот сейчас у меня на Первом канале будут выходить, на моем основном канале выйдут очень интересные ролики. Там можно просто совсем, конечно, не совсем с приятными такими энергиями, но и тем не менее инфы много, поэтому кому интересно, посмотрите. Но там 4 варианта, последний я буду подгружать уже после 12, скорее всего. Всем добра этого мира, осознанным душам, еще больше осознанности. Всем пока-пока.